Для начала нам просто необходимо немного окунуться в историю. В первой половине 19 века в Российской империи особое развитие получил так называемый русский романс. Очень эмоциональный музыкальный жанр, обычно исполняемый соло под аккомпанемент гитары или фортепиано. Лиричности в русском романсе уделялось отдельное внимание, поэтому в большинстве случаев в этих песнях можно было услышать какие-то личные сюжеты, локальные, бытовые, приближенные к реальности. Этот жанр всегда был близок к народу, и поэтому очень часто происхождение того или иного произведения попросту невозможно было отследить. Романс считается поистине народной музыкой, при этом не лишенной собственного шарма или красоты. Корни романса в целом же лежат в Испании 14-15 веков. Несколько сотен лет жанр настаивался в Европе, развивался и креп, и рано или поздно он просто обязан был попасть к нам в страну. Ну, так и получилось. За время царской России из русского романса вышло несколько подвидов: цыганский, казачий, жестокий и городской. Ты у меня одна. Все они переплетались друг между другом так сильно, что зачастую нельзя было отличить один от другого. И в какой-то момент именно на фундаменте городского романса и начала расти блатная песня. Формально песни воли и неволи существовали еще в середине 19 века, создаваемые в основном на каторгах. Повествовали они о нелегкой судьбе ссыльного, также четко отражали его эмоции, переживания, представления о собственном месте в этом мире, ну и просто обдавали слушателя этой типично русской тоской. Термин же «блатная песня» возник уже в начале 20 века. Как гласит Википедия, в то время в моду вошел так называемый босяцкий или рваный жанр, вызванный повышенным интересом в обществе к миру отверженных людей, которые в те времена в публицистике и художественной литературе изображались либо жертвами социальной несправедливости, либо носителями бунтарского духа. Золотым веком русского романса принято считать начало 20 века, но уже к 30-м годам советское правительство всеми силами стремилось избавиться от этого явления, как от пережитка царской эпохи, вредного для строителей социалистического будущего. И где-то в те годы романс вполне предсказуемо начал уходить в подполье. И именно блатняк в подполье чувствовал себя лучше всего, особенно с началом репрессий и массовыми ссылками. Что любопытно, Иосиф Виссарионович, по заявлениям свидетелей того времени, сам не чурался приглашать различных исполнителей блатной песни выступить перед важными собраниями и с теплотой относился к этому жанру. А где-то песни под гармошку. Также отмечу, что очень большую долю музыкальной составляющей блатная песня подчеркнула у клезмера, традиционной народной музыки восточноевропейских евреев. Аранжировки в этом стиле все еще пользуются спросом у современных исполнителей блатной песни. Просто послушайте пример, и вы сразу вспомните пару блатных песен со схожим звучанием. К 60-70-м годам блатные песни перестали тиражировать официально. Записи не выпускались, пластинки не печатались, музыканты не выступали. Самым известным творцом того времени был Аркадий Северный, выступавший с закрытыми концертами и записывавшийся и издававшийся самопально. Но надежда остается. Его творчество до сих пор ценимо многими поклонниками жанра в годах. И послушав несколько композиций, становится ясно, почему это происходит. Хоть лирика Аркадия и повествовала о бандитской лагерной жизни, хоть сам Аркадий и не бывал никогда в заключении, но лирические герои у него всегда поступают по чести, отчего завоевывают расположение слушателя. И, если честно, то я в его творчестве слышу очень много иронии. К концу советской эпохи жанр уже существовал автономно. Он оброс своими канонами и традициями. Широкое использование фени, блатного языка, создавало определенный порог для входа. Ты просто мог не понимать смысла происходящего из-за того, что о значении третьих слов мог только догадываться. Но близость жанра народу, его эмоциональность и повествовательность, а главное открытость и самобытность позволили ему пережить эти годы изоляции. Что же произошло в 90-е? Рамки и ограничения спали, жанр оказался открыт широким массам, и умные дяди поняли, что на этом можно и нужно зарабатывать. Количество исполнителей блатняка росло день ото дня, кассеты продавались миллионами, концерты проходили даже в Кремлевском дворце. Только вот ирония. Вся эта криминальная романтика была лишь художественным приемом для большинства. То есть львиная доля исполнителей никогда не бывали в местах заключения. Если в творчестве северного человека
блатника, не сидевшего, чувствуется иносказательность и ирония, то в современных шансонье я ее не вижу. А еще, любопытства ради, отмечу, что по заявлениям свидетелей, сами служители правопорядка тоже очень даже любят этот жанр и не чураются его прослушиванию. Ах да, почему блатняк называют русским шансоном? Это эвфемизм, то есть нейтральное по смыслу слова, используемое для обозначения другого, менее приемлемого. Произошло это где-то в середине 90-х, когда блатняк стал выходить на эстраду и звучать на общую аудиторию. Само собой, с французским шансоном русский имеет мало общего, и я бы очень не хотел, чтобы блатняк так именовали. Но вот что забавно, под рамки шансона стали понемногу проталкивать и другие жанровые песни, что-то из эстрады, что-то из поп-музыки, что-то из авторской песни. В итоге русский шансон — это далеко уже не обособленный жанр, а скорее явление собирательное и обобщенное. Плюсом ко всему, коммерческий подход превратил музыкальную составляющую в низкокачественное синтезаторно-конвейерное нечто. Хотя в последние лет 10 самые популярные исполнители русского шансона начали получать фантастические деньги, и поэтому качество аранжировок и музыки у них приросло заметно. Что же происходит с блатником в наши годы? В большинстве своем он живее всех живых. Многие их исполнители из прошлого все так же слушают, но молодое поколение арестантов все же взяло на вооружение современные музыкальные тренды, в результате чего появился тюремный рэп. Он крайне близок к пацанскому подъездному рэпу, даже смысловая составляющая песен радикально не отличается, но эстетика и посыл неволи также присутствуют. В деле крестовая печать, ваши молчат. А еще блатняк мигрировал на Ближний Восток и смешался там с национальной музыкой, что прибавило этому жанру еще больше колорита. Привет всем ворам и блатным мужикам. Как я уже упомянул в самом начале этого видео, блатняк — это крайне колоритный жанр, крайне особенный, со своей, естественно, тюремной эстетикой, которая все же присуща львиной доле населения России. И, с одной стороны, многие культурологи отмечают это явление как скорее негативное, потому что оно для некоторых влечет за собой вот эту самую бандитскую романтику, понимание о том, что преступления вполне имеют место быть, и действительно, на культуру это влияет скорее негативно. Но отрицать факты самобытности этого жанра попросту нельзя. Его история, его происхождение, его становление — это то, что заставляет меня по-хорошему ему удивляться. Нет, я не хочу слушать блатняк, но понять принципы его функционирования и появления мне было крайне любопытно. Мне таким же образом любопытно копаться во всех жанрах, и я был рад, что в этот копнул. Ну и да, стоит отметить, что эстетике блатника и тюремной культуры в современном мире уделено очень много внимания. На Западе печатаются книги по тюремным татуировкам и формируются научные труды о блатнике, где-то просто рассказывают про славкультуру, кто-то говорит на фене, и, так или иначе, это имеет место быть. Поэтому мы с вами все-таки должны знать про этот жанр и признавать его существование. Друзья, специально для вас вот здесь собрал плейлист со всеми музыкальными интересностями. Загляните, там что-то крутое точно найдете. Вот здесь YouTube порекомендует что-то на ваш личный вкус. На этом все. С вами был Андрей Уши-Вагнер. До встречи в следующих видео. Пока-пока.